Привет, меня зовут Инна, и я массажист. Работаю в студии массажа Сагитуллиной Гульсум, город Уфа. И сегодня мы будем работать техники миопрессура, массаж триггерных точек. Вот здесь на ягодице у нас тоже триггер. Миопрессура, если дословно, да, это мышцы прессуем, придавливаем. То есть довольно такой силовой массаж получается и глубокий. Находим триггеры и должны хорошо их продавить. Я сначала разогреваю мышцы, растираю, потом точечно продавливаю триггеры. Можно и сразу, если это более комфортно для человека, которому делают, то есть менее болезненно и также эффективно. Можно сразу продавливать. Но так чуть, да, больнее гораздо, да? Стараемся выдыхать и расслабляться. Да, чтобы не так больно было, и я могла глубже продавить. Опять вдыхаем, вдыхаем. Выдыхаем. То есть если бы мы здесь порастирали мышцы, то было бы менее болезненно. То есть на ногах у нас практически и не больно было, потому что все растерли. Также я поясницу сейчас тоже буду стараться. И прям вот расслабляется мышца. Отпускаем. Еще выдыхаем. Да. То есть если бы мы на голое тело делали, сейчас бы я вот растирала, но так как мы делаем через полотенце, здесь чуть-чуть больнее получается. Дышим, не забываем выдыхать. Самое главное выдохнуть. Уже мягче пошло. Выдыхаем. Да, вот. Как вдыхаете, сразу я, во-первых, глубже могу продавить, и мышца расслабляется, не так больно. Дышим, выдыхаем. Вот. Отлично. Носочек. Дышим. Дышим. Выдыхаем. Выдыхаем еще раз. Да. Вдыхаем. Да, еще. Да. Выдыхаем. Еще.
Дышим. Еще разочек. Дышим. Угу. Самое главное выдохнуть. Второй раз уже легче, мягче. Еще раз выдохнем. Вдыхаем. Самое главное выдохнуть и расслабиться. Да. Угу. Тимур вот убегает от меня рефлекторно, да? Угу. Так, еще одна точка здесь. Угу. Выдыхаем. Угу. Дышим. Перейдем на поясничку. Тоже сегментом делаю поясницу, потом уже грудное дело шейно-воротниковое. То есть я прям делаю так миопрессуру очень деликатно, но эффективно, чтобы было менее болезненно и при этом также по эффективности. А люди терпят, да? Люди терпят. Но у меня в основном женщины, клиентки. Мы делаем вообще по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но чем мне нравится миопрессура, то есть сразу видно результат, то есть сразу мышца размягчается, расслабляется. То есть даже вот если легкий, да, остеохондроз или сколиоз, тоже мышцы размягчаются, особенно если они там сильно зажаты, прям визуально видно. То есть это один сеанс миопрессуры сравним там с 10 простыми классическими массажами. То есть классический там, лечебный массаж тоже эффективен по-своему, просто его нужно больше делать. То есть регулярно и больше. Если вот на курс миопрессуры у меня приходят люди, то обычно мы там 5 сеансов, это достаточно, и с промежутком 3-4 дня, чтобы мышцы восстановились, потому что работаем более глубоко. Но женщинам помягче, да, делаете? Ну, по-разному, смотря какие женщины, насколько терпеливые. Есть более чувствительные, менее чувствительные. Здесь у нас получилось сильно ягодицы, потому что я их не смогла разогреть. То есть как вот сейчас мы поясницу разогреем. В некоторых сложных случаях, вот как раз когда покраснение, это вот у нас глубокая начинается проработка, то есть лучше циркулирует кровь. Мышцы насыщаются, то есть кровь лучше циркулирует, мышцы насыщаются кислородом. Они становятся более эластичные, мягкие. То есть поэтому видно, что вот вначале, допустим, мышца жесткая, а к концу сеанса она прям растекается. Я еще покажу, когда вот эту сторону сделаем. Контраст между этой и этой стороной будет видно. Конечно, многие боятся боли, поэтому я уже так потихонечку делаю по чуть-чуть. Сначала готовимся, разогреваемся. Еще можно делать такой лайфхак, да, получается. Намочить, компресс сделать, намочить горячей водой полотенчика, положить на место, которое больное. 5-10 минут мышца размягчается и можно массировать. Но это вот таких очень у вас не запущенный случай. То есть
довольно мягкие мышцы, а бывают такие прям каменные приходят. Кстати, мужчин, женщин я не особо делю, потому что для меня вот именно по триггерам, то есть как я вот чувствую, жесткое, значит, надо делать, то есть довольно сильно, если мышцы жесткие. Ну и разные бывают и мужчины, и женщины. У меня был мужчина, который тут говорил, что ему почки придавило. Так что все по-разному реагируют. Бывают такие женщины, что давайте еще сильнее. Поясница, наверное, это самое такое неприятное место. У нас очень быстро забивается мышца. И тут боль такая тупая, опоясывающая, то есть она расходится. Поэтому неприятно. Пока только прощупываю. Вот они все есть. То есть я еще не давлю так сильно. Ну, уже достаточно. Да, уже. То есть, ну вот такой прям. И вот здесь тоже. То есть продавила, еще раз разогреваю, чтобы менее болезненно было. Прессую, так сказать. Ваша задача только дышать. Не забывать, особенно в моменты, когда очень больно, выдыхать. Поэтому делаю еще и сегментами, чтобы вот проработали одну зону, пошли дальше, чтобы не разгонять по всей. Разогрели в одно место, проработали. Потому что если будем всю спину, там уже подостынет. Сейчас еще раз прощупываем. Держи. Вот ваша самая больная. Дышь. Дышим. Вдыхаем. Выдыхаем. Вдох. Дышим. Вдох. Выдох. Выдыхаем. Заметили, да, как мышцы? Все тело сразу задержало дыхание.
Вот если сразу посмотреть, что мышца вот здесь, она сразу обмягчает. То есть мы ее продавили, она сразу вот мягенькая становится. Здесь еще у нас вот напряжение, оно чуть-чуть даже приподнято. То есть когда я смотрю, я прям вижу, я еще раз продавлю локтем и оставим место восстанавливаться. В целом все терпимо, да? Нет такой 10-бальной боли? Ну, 10-бальный нет, но там бывает 8-бальный. Ну, 7-8 вот здесь, да. Это сугубо ваше, то есть не надо там остальным бояться, пугаться, если кто-то соберется на сеанс миопрессуры. То есть это все можно обсудить, сказать там. Ну, Остальные бойтесь еще больше. Я подготовленный. нет, надо просто говорить. То есть есть такие клиенты, которые мы там 3 терпим на этом. То есть я проделываю просто пальцем все. Первые там сеансы. То есть это все постепенно, у всех индивидуально. Кому надо срочно, вот можно вот так за раз продавить посильнее. Потом день-два повосстанавливаться. То есть сегодня после массажа желательно горячая ванна или горячий душ, обильное питье, теплое. Желательно не пить кофе, и алкоголь вообще запрещен, потому что мы разгоняем лимфу, то есть она у нас очищается. Если мы будем пить больше воды, просто теплой воды или травяных чаев, то у нас она как бы подчистится немножечко. Поэтому сегодня нежелательно пить кофе. Так, вот еще разочек. Дышим. Уже мягче, уже не так больно, как первый раз. Выдыхаем. Еще раз выдыхаем. Еще разочек. Выдыхаем, дышим. Выдыхаем. Еще. Вот. Отлично. Конечно, после такого продавливания могут остаться синяки, но они буквально день-два проходят. То есть они на поверхности. То есть вот здесь может быть уже видно, что может собраться. Это тоже от кожи зависит. И после обязательно немножечко растянуть мышцы. Растягиваем. Вот можно обратить внимание, что этот более стал плоская сторона. Мышцы растеклись, даже немножечко как будто шире стали. Это пока у нас напряженная сторона, то есть не промятая. Вот ее прям видно. Как ощущения? Ну, сейчас нормально. Вот сейчас хорошо, да? Тепло, хорошо. И морально готовитесь, да, к другой стороне. Да. Начинаем с того, что разогреваем.
Вот эти характерные покраснения, где кровь застаивается. Эта сторона пожестче. То есть здесь уже. Здесь вот. Мгм. На ощупь триггеры неощутимы, либо это прям чувствуется узелком небольшим, буквально там 2-3 миллиметра, либо просто уплотнение. Я говорю же, удивительно. Да, здесь было зажато, здесь мягко, здесь зажато. То есть как-то все гармонично. Как-то сидите, что-то делаете. То есть это тоже можно все отследить. Массаж это хорошо, но обычно я всегда даю рекомендации, что, во-первых, триггеры можно разминать дома самостоятельно теннисным мячиком. То есть просто легли на пол, на жесткую поверхность, положили теннисный мячик под одну сторону сначала, вот, и можно буквально, ну вот такая самопомощь минимальная себе оказать. То есть вполне можно самостоятельно дома. Если чувствуете, что вот спина жесткая или уже болит, как легкая такая боль, конечно, когда сильно, надо идти к врачу. А если вы где-то что-то перетрудились, нагрузку какую-то получили, и чувствуете, что спина жесткая, напряженная, можно расслабить с помощью теннисного мячика. Ну и плюс отследить образ жизни свой. Почему? Что привело к зажатию мышц. Либо это пассивный образ жизни, либо чересчур активный, либо какие-то неправильные тренировки, потому что у меня много очень клиентов приходит, которые тренируются, но тренируются самостоятельно и делают это неправильно. Поэтому тоже такая, скажем, симметричная зажатость у вас тоже с чем-то связана, с каким-то образом. Какое-то действие постоянно есть. Дышим. Дышим. Да, выдыхаем. 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 Нифига себе. Но эта сторона более зажатая, конечно. Жестко. Сейчас мы еще раз разогреем. А тут больнее. Да. Как-то сидите, может, нога на ногу, что тут какой-то перекос.
часто бывает так, что наоборот ногу одну на стул ставят, загибают в колени. За столом так сидят. Тоже нужно отследить, посмотреть. Да, и эта сторона видно, что она, во-первых, сильнее покраснела. То есть здесь хуже пережаты, получается, мышцы, хуже кровь циркулировала. Сейчас вот она зациркулировала, двигалась. Дышим. Выдыхаем. Выдохнули. Да уже некуда выдыхать. Вот, выдыхаем. Есть, есть. Нет, легкий выдох. Нет воздуха. Угу. Дышим. Дышим. Теперь уже видно, что мышца мягче стала, более расслабленная, но все равно она еще жестче, чем вот эта сторона вообще мягкая. Сейчас вот она расслабилась, прям видно, растеклась. Еще разочек, пойдем дальше. Дышим, дышим. Все, еще разок. Пойдем выше. Дышим. Дышим. Да. Отлично. Сейчас чуть-чуть растянем. Дышим тоже. Все позади. Но я вот считаю, поясница самая такая болючая, неприятная будет. Будем надеяться. Да, там лопатки, она острая, но быстро отходит сразу. Буквально в моменте нажимаешь, и сразу больно, и все уже.
Все обязательно накрываю, чтобы это тепло у нас подольше сохранялось. Сейчас убираем подушку чуть-чуть голову. Подождите. Удобно устраивайтесь. Выдыхайте. Самый болючий позади. Посмотрим. Здесь остро, но быстро проходит сразу. Ну, сознание теряешь сразу. Да, 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 и все. Тут уже никто не жаловался. Шея у меня самая такая проблемная зона, поэтому Угу. думаю, что там тоже будет болеть. Ну как-то вот сидите, как-то зажимаете шею. Шею может быть в телефоне, лежа в неудобной позе. Угу. Дышим, дышим. Тоже покраснение. Дышим. Дышим. Ну все, жить будем. Все хорошо, да? Ну, да. Сейчас еще раз продавим. Выдыхаем. Выдыхаем. Тоже сразу заметно, вот эта сторона еще напряжена, при этом мы ее немножко разогревали, а вот это уже растекается.
Как тут по боли? Хорошо? А здесь получше. Получше, послабее. Тут и мышцы помягче. Еще разок и на другую сторону посмотрим. Может, это у нас эта сторона мягкая. Сейчас посмотрим. Вот сразу, да, видно, насколько расслабилась мышца и насколько вот здесь еще напряжена. Расслабляйся, мышцы. Чтоб не давили, да? Но мы эту еще не проработали, которую проработали, она вот растекается. При этом тут еще чуть-чуть отек от того, что мы все-таки натирали, он еще больше потом расслабляется. Чуть-чуть пожестче, но не намного. То есть в целом вверх нормальный. Дышим. Дышим. Выдыхаем. Чуть-чуть. Вот, один раз прошлись, стала отпускать лопатку. Вот это у нас вообще не видно, все, она растеклась. Здесь вот еще есть напряжение. Еще один-два раза здесь пройдемся, посмотрим сейчас. Может, одного достаточно будет, может, два придется.
больнее, да, этой стороны? Мгм. Вижу. Еще разочек. Вот уже. Все равно чуть-чуть напряженно осталось. Пускай. Ничего страшного. Немножечко. Это у вас такой легкий, да, этот сколиоз, то что. Ну, да. Вот поэтому чуть-чуть. А так она прям хорошо тоже пошла. Сейчас еще время пройдет немножечко, совсем отпустит, кровь хорошо проциркулирует. Сейчас хорошо, да? Тепло, все растекается. Да. Особенно вот здесь прям. И поясница вон какая ровненькая. Она у нас была, если в начале вот прям такой бугорке, сейчас они прям расслабились. По шее тоже пройдемся по триггерам, да, раз она нас беспокоит. Болит. Сейчас мы разомнем, сначала разомнем.
болючий, да? Ну, вот тут, если нажать будет больно. Чуть выше. Вот они. Да, туда.
Ну, здесь у нас у Руслана довольно мягкая голень, поэтому таких прям ярко выраженных там триггеров нет. Переходим к бедру. Бедро уже более жесткое, напряженное. Бедро уже больнее, конечно. Да, оно жесткое. Да. Голень вообще мягкая. Есть проблемы со ступней, то, что я сказала, мячиком надо все-таки катать, она тоже была жесткая. Голень у нас расслабленная, а вот бедро, да, жесткое. Сейчас мы ее разогреем, бедро сначала, потом покажу триггеры, продаем. Если прям очень больно, выдыхаем. Дыхание не задерживаем, дышим.
Тимура интересное строение ног получается. Потому что как-то мышцы так работают. То есть это бедро было напряженное, голень была расслабленная. Здесь, наоборот, голень жесткая была, здесь бедро помягче, гораздо мягче. Удивительно. Баланс. А? Баланс. Баланс, да, но ступни обе, как бы, ну, нужно прорабатывать, конечно. Какая-то должна быть. Ну, видимо, напряжение так напрягаете ноги. Вот здесь уже все. Я думала, сейчас будет тут жесткое. Нет, тут уже мягенькое. Само по себе бедро мягкое.
В завершении массажа мы проработаем шею сидя, будем сердечно-сосцевидную мышцу прорабатывать и триггеры. Так, как удобнее мне, чтобы вы удобно легли. Прям прилечь, наверное, вот так. Мгм. Получается? Да. Вот, мне нужна вот эта мышца. Раз у вас побаливает шея, надо ее. Тоже дышим, выдыхаем. Точно так же разогреваем. Вот это можно всем дома делать. Спокойно шею нагнули, разогрели. Триггеры тоже ощутимы. Вот. Да. Угу, чувствуете? Вот. Я тут не сильно, шея все-таки у нас такое деликатное место. И лимфоузел у вас там уже есть, да? Воспаленный. Поэтому мы просто слегка без экшена. Но и то сразу видно, да, что вот прям шею нужно прорабатывать. Она прям красная. То есть, значит, тут плохо циркулирует кровь. Вот. Прям, можно сказать, вот татушка и до конца ключицы. Тоже так же чуть-чуть ее растягиваем. Теперь на другую сторону. Тоже так же. Девушек я мотивирую делать вот именно вот это упражнение, растирать себе мышцы по бокам, но еще подтягивают шею, убирают морщинки. Есть такое понятие кольца Венеры. У меня девочки обычно сразу такие: мы так будем делать. То есть очень эффективно с утра здесь тереть. Эта сторона помягче. Ну, чувствуешь, что у меня основное вот здесь где-то все. Угу. Ну, здесь, да, к черепу вот эти триггеры тоже. Их тоже можно самостоятельно массировать. Конечно, не так сильно, но все равно лучше, чем ничего. Чуть-чуть растягиваем. Все, на этом все. Все. Ну, миопрессура. Есть миопрессура. Жестко было, пришлось потерпеть. Очень сильно напомнила массаж из Камбоджи. Только там они его называют традиционный хмерский. На самом деле чисто миопрессура была тоже там. Ну так, как вот сказать, миопрессура? Обычно я говорю, мне понравилось. Ну тут вот тяжело говорить, а мне понравилось. Но для миопрессуры она была сделана так, как должна. То есть, как я ожидал. Так что, ну да, тело, кстати, такое облегчение чувствует. Ноги, в ногах такая легкость. В общем, спасибо. Все получилось. Рада была с вами познакомиться. Хорошая спина, то есть видно, что человек ходит на массаж на постоянной основе. То есть не так много у нас еще триггеров было, и все-таки я делаю деликатно, то есть разогреваю, и потом это не такая прям жестокая миопрессура, то есть по необходимости.